Здравствуйте, дорогие зрители! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня будем готовить изумительные капкейки с нежнейшим творожным кремом. Это воздушные пирожные с симпатичными кремовыми шапочками. Капкейки получаются настолько нежными, что просто тают во рту. На вкус это не передать словами, нужно обязательно попробовать. А для приготовления нам понадобится 280 граммов муки, 2 яйца, 300 граммов сахара, 120 граммов сливочного масла. Сливочное масло нужно заранее вынуть из холодильника за 2-3 часа до приготовления. Если вы поздно вспомнили про масло и заранее не согрели, разрежьте его на кусочки длиной 2 см. Так поверхность масла будет лучше соприкасаться с воздухом и оно быстрее согреется. 300 мл молока, 2 чайные ложки экстракта ванилина или пакетик ванильного сахара 10 граммов. Разрыхлитель теста 2 чайные ложки и 1/3 часть чайной ложки соли. Прежде всего включаем духовку на 160 градусов, пусть разогревается. Это важно сделать заранее, так как на само изготовление теста уйдет совсем мало времени. Взбиваем 120 граммов масла и 300 граммов сахара. Миксер включаем на полную мощность. Затем по одному добавляем 2 яйца, не переставая перемешивать массу. Каждое из яиц должно тщательно перемешаться. На это уходит около 1 минуты. Только после этого вбиваем следующее яйцо. Вливаем 2 чайные ложки экстракта ванили. Если вы будете использовать в рецепте ванильный сахар, то его можно будет добавить в самом начале вместе с обычным сахаром. Пока взбивается наша смесь, подготовим муку. Смешаем ее с 2 чайными ложками разрыхлителя и 1/3 чайной ложки соли. Все перемешиваем и просеиваем через сито. Добавляем в масляно-яичную смесь немного муки, перемешиваем. Теперь вливаем часть молока и снова все аккуратно перемешиваем. Так, чередуя и постепенно добавляя то молоко, то муку, мы подготавливаем тесто для выпекания. Масса должна стать однородной, без комочков. Заполняем формочки тестом. Я использую металлическую форму для капкейков с одноразовыми бумажными вкладышами, а также одноразовые формочки для капкейков с усиленным ободком. Формочки с усиленным ободком не обязательно вставлять в металлические формы. Тесто можно выложить в формы ложкой или же сделать это при помощи кондитерского мешка. Все капельки теста, которые нечаянно капают на поверхность формы, сразу вытирайте, иначе в духовке они начнут гореть. Заполняем каждую формочку на 2/3 по высоте, так как тесто еще поднимется. Противень с заполненными формочками ставим в духовку. Формочки с усиленным ободком я ставлю на обычный противень и отправляю в духовку. Выбираем режим для выпекания вверх-вниз. Достаточно 20 минут, чтобы верх поднялся, но не подгорел и не растрескался. Достаем капкейки из духовки и остужаем на решетке. Готовность проверяем деревянной палочкой. Она должна выходить из теста полностью сухая. После полного остывания можно украшать кремом. Капкейки можно начинить любыми вкусами, вырезав серединку ножиком или вот таким специальным приспособлением. Из моих любимых начинок это карамель, лимонный или апельсиновый курт, клубничный и ежевичный конфитюр, вареная сгущенка, различные ягодные джемы. В общем, внутрь можно добавить все, что вы больше всего любите. Я сегодня буду использовать в качестве начинки вареную сгущенку. Начинять капкейки начинкой удобно при помощи 2 чайных ложек. Теперь приготовим творожный крем. Для этого нам понадобится творог 375 граммов, сгущенное молоко, я взяла 150 граммов, но сладость можно регулировать по своему вкусу. Сливочное масло комнатной температуры 240 граммов. Размягченное сливочное масло отправляем в дежу миксера и начинаем взбивать до пышного состояния, примерно 5-7 минут. Оно должно посветлеть и стать более пышным. Масло взбиваем на высоких оборотах.
Пока масло взбивается, творог измельчаем погружным блендером до однородного пастообразного состояния. Когда масло взбилось, добавляем сгущенное молоко и продолжаем взбивать. Добавляем творог и еще немного взбиваем до однородного состояния. Готовый крем я разделила на 3 части. Одну часть оставила белой, а 2 другие окрасила в желтый и зеленый цвет с помощью гелевых красителей. Я использую краситель AmeriColor. Добавляем 1 каплю красителя и перемешиваем. Если цвет вам кажется недостаточно интенсивным, тогда добавьте еще 1 каплю красителя. Теперь нам понадобится кондитерский мешок для крема и кондитерская насадка 6-лучевая закрытая звезда медиум размера. У меня номер 855. Такая насадка идеально подходит для приготовления зефира и украшения капкейков. Кондитерский мешок наполняем 3 видами крема. Для удобства мешок можно надеть на высокий стакан. Я по краям выкладываю белый крем, а в середину поочередно выкладываю зеленый и желтый крем. Украшаем капкейки кремом, и вот такой эффект у нас получается. Сейчас покажу, какой капкейк получился внутри. Тесто просто тает во рту, а крем получился невероятно нежным, воздушным, очень хорошо держит форму. Сливочный вкус с творожной кислинкой, неприторный и очень вкусный. Делитесь в комментариях своими мыслями об этом рецепте. Обязательно готовьте, подписывайтесь на мой канал, вас ждет много интересного. Ну а на сегодня у меня все, всем спасибо за просмотр, увидимся в следующих видео.